Приветствую! Сегодня вновь мы пройдемся по улицам и по смыслам. Сегодня такая чуть-чуть облачная погода. Очень, кстати, пахнет липами вокруг, и поэтому немного хочется спать. Но тема, которую я хотел бы сегодня поднять, это как мы обращаемся к кому-то и как к нам обращаются, как мы себя представляем вообще. Потому что очень много сейчас людей хотят казаться попроще, поближе, поровнее. И поэтому называют себя часто просто Петя, или просто Аленка, или просто Маша. Недавно столкнулся с такой ситуацией, что человек, который достаточно на влиятельной должности, и мы как-то переписывались, и я смотрю, у нее написано, ее звать Аленка. И как-то странно было это видеть, и это меня подтолкнуло на вот эту сегодняшнюю тему. Потому что я не знал, как обращаться к ней, например, госпожа Аленка, или или товарищ Аленка. Во-первых, я думаю, что это как бы иллюзия молодости. Если человек думает, что он назовет себя Петя, а не Петр Николаевич, то он от этого станет моложе. Но это не так. Ну или иллюзия равенства. В разных корпорациях люди называли своих сотрудников по имени, там Джон, Майкл и так далее. И это все пошло с Запада. Но это не значит, что это хорошо, как и все, что ворвалось на волне моды западной. У нас на Руси наоборот, это было привилегией и авторитетом, если тебя называли по отчеству. Это нужно было заслужить. И можно было заслужить даже не в очень взрослом возрасте, как по нынешних мерках, но и с 20 лет, если уже человек имел заслуги какие-то, его могли называть по отчеству. Это было очень авторитетно и заслуженно. Ну а в советские времена это просто уже было в период индустриализации на заводах, это как нормой стало такое обращение, уже не как привилегия, а просто как вежливость, наверное. Но мы это утратили. И как-то, как мне кажется, оно перешло больше как в инфантилизм, потому что люди боятся назвать себя по имя-отчеству, потому что будут думать, что это уже как бы взрослый становишься, нужно брать ответственность, соответственно, и принимать какие-то решения, и одним словом зрелость наступит. А зрелость сейчас это для людей очень и очень неприятный момент, который хотят большинство людей, взрослых, избежать. Также и в христианстве отец играет очень важную роль. И отцу уделяется очень много уважения. И когда ты говоришь, представляешь себя по отчеству, ты как бы проявляешь уважение не только к себе, но и к своему отцу и ко всему поколению, которое было. И это, как некоторые психологи говорят, что у ребенка с отцом особенная энергетическая связь, которой нету, например, с матерью. И этим было бы как бы грех не пользоваться. Было бы глупо не называть и отрезать, подрезать эти вот корни свои и не называть себя по отчеству. Я бы советовал попробовать, поэкспериментировать, поназывать себя, представить себя кому-то по имени-отчеству, когда у вас спрашивают, как вас звать,
и попробуйте обратить внимание, что будет происходить. Ради эксперимента, я думаю. Ну и напишите в комментариях, как вам ощущения после того, как вы изменили подход к этой тематике и начали пользоваться всей силой своего рода, своих поколений и все-таки говорить полное имя. Ну еще не менее важный аспект – это субординация. Субординация как в социуме, как я уже говорил, там, где мы не равны, это иллюзия равенства. Так же самое и субординация, например, с женщинами. Если вы строите какие-то отношения, то это тоже, мне кажется, будет играть роль с самого начала, а не будете там, котиками, зайчиками или пупсиками или какими-то другими животными, к которым, соответственно, и отношение как к животным или как пупсикам, которым можно поиграться там и выкинуть. Вы должны это понимать и ставить значение своего имени и все, что за ним стоит. Вот так. Именно на нас положена эта ответственность вкладывать смыслы, уметь собрать эти смыслы вместе и правильно их передать нашим детям. В конечном итоге использование отчества – это акт силы, и это способ заявить миру, что ты не упал с неба, что у тебя есть прошлое, у тебя есть отец, у тебя есть твой род, у тебя есть эта вся сила. Это большая вообще благодать пользоваться полным своим именем и иметь такую возможность. Ну и подводя итоги, коротко, собака, конечно, не даст нам подвести коротко. Коротко можно это все сказать следующим образом. Первое. Не нужно бояться своего отчества. Оно нам дано как привилегия. Второе. Давайте попробуем, тот, кто еще не пробовал, и посмотрим, как оно будет, если мы будем обращаться к кому-то по отчеству и сами себя представлять по отчеству. Третье. Это терапевтический эффект от инфантилизма. Давайте с этой стороны посмотрим на этот вопрос. И давайте ценить вообще свои корни, свои каналы, через которые мы живем и которые помогают нам жить как можно лучше. Для этого не нужно много усилий и много стараний. Нам нужно просто изменить угол обзора. И тогда мы увидим намного больше возможностей, которые у нас есть. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующих наших прогулок. И смотрите вглубь и думайте шире.